Всем привет! Это запись продолжения видео о клее СМС. В предыдущем видео я показывал, как его приготовить. В этом видео покажу, как его нанести и в каких случаях он используется. Как пример, кошелек. Зачастую первый этап, где я использую клей СМС, это для заглаживания бахтармы на обратной стороне кожи. Вот. Такое для придания эффекта Double Face. Кожа становится намного приятнее по ощущениям. В кошельках это используется для того, чтобы вот сюда ложились легче деньги, они ни за что не зацеплялись, и было довольно комфортно их сюда вкладывать или доставать. Вот. Ну и плюс такой эффект он добавляет самому изделию эффекта завершенности. То есть видно, что кошелек сделан не на скорую руку. Вот. Ну и второй этап, где я использую клей СМС, это заглаживание торцов. Не только в кошельках, на ремнях, в принципе везде для заглажки торцов я использую клей СМС, а потом уже финиш. Вот, чтобы показать сам эффект. Вот эти торцы полируются изначально клеем СМС. Гладенькие, красивые. Вот. Ну и покажу на примере вот такой вот обложки. Это будет обложка кошелька. Сейчас заготовочка такая. Вот такая у нас обратная сторона. Есть ворс небольшой. Вот. И на примере этой заготовочки сейчас покажу, как наношу этот клей и какой результат получается у нас по итогу. Значит, для начала вырезаем заготовку. Потом вот есть уже емкость с клеем. Наношу я его обычной губкой. Сначала пробуем, куда ложится ворс. Вот. Он ложится в эту сторону, чтобы вот видели. Сюда он ложится более гладко, а сюда он как-то так поднимается. В общем, носим, что-то подкладываем, чтобы не испачкать ни стол, ни коврик. Вот. И наносим. Я обычно хорошенько это все так пропитываю. Кожа намокает, и она темнеет. То есть мы видим, что вся заготовка, она покрыта этим средством. Кожу использую на данный момент растительного дубления. И в большинстве изделий использую именно кожу растительного дубления. Она лучше поддается различным обработкам. Значит, после нанесения клея мы не даем ему подсохнуть. Мы заглаживаем бахтарму. Я заглаживаю вот таким вот шпательком. Кто-то пластиковыми картами, кто-то там какими-то металлическими линейками. Вот. Я нашел в строительном магазине вот такой шпателек резиновый с одной стороны. Он такой немножко закругленный. А здесь идет такой острый вал. Вот. И
После нанесения клея вот, шпателька почти хватает на всю ширину заготовки. Вот такими вот движениями мы заглаживаем. Здесь не совсем удобно мне. По направлению, как вот лежит у нас бактерма, как мы его укладывали, также и заглаживаем шпателем. Вот. Обратная сторона, она как бы не дерет, а как эффект катка. Она просто прижимает и прессует это все. Обычно для кожи растительного дубления не нужно столько движений, как я сейчас показываю. Она часто заглаживается довольно быстренько. Вот. Я сейчас покажу. Вот эффект, да? Но кожа еще сырая. То есть вот теперь ей нужно дать подсохнуть. А дальше уже я покажу вам следующий этап. Итак, заготовка у нас уже немножко подсохла. Мы видим, она осветлилась, но неравномерно. Скорее всего, из-за того, что где-то больше нанес клея, где-то меньше. Но она уже подсохла. И в моих изделиях этого достаточно для того, чтобы я мог продолжать работу. Ну, вот, мы получили вот такую вот поверхность. Гладенькую, без ворса. Как я понял, ворс кожи растительного дубления, он, когда впитывает влагу, немножко размыкает, и движениями, заглаживая, мы его просто как прессуем. То есть уже вот сейчас, допустим, ворса на поверхности, его как такового не видно. Получаем гладкую такую поверхность. Значит, на этом заканчивается использование этого клея СМС. Вот. Дальше, следующим этапом, я уже наношу финишное покрытие, чтобы закрепить этот эффект. Значит, из финишных покрытий обычно использую апритуры. Апритура была у меня в Финиче, Кенда. В принципе, любой финиш, который используется для покрытия, для финишного покрытия кожаных изделий. Это все у меня закончилось. В общем, остался сейчас вот есть еще Кенда Глосс. Буду использовать его. Кстати, в описании к этому финишу он устойчив к изгибам, самополирующийся, то есть тоже довольно-таки подойдет нам для этой работы. Так вот. То же самое. Главное, оденьте перчатки, потому что химия может воздействовать на вашу кожу. Особенно если это Кенда Глосс, то здесь и запах, и там какой-то растворитель есть. То есть лучше, чтобы на кожу не попадал. Вот. Наношу такой вот губкой. Тоже. Каждый финиш по-разному ложится, и от каждого финиша разный эффект будет. Вот.
апритуры, они дают более равномерный как бы слой. Кендаглосс он такой оставляет все-таки линии направляющие, как ведешь при покрытии губку. Там разные потемнения. То есть это все зависит от того финиша, который вы используете. Вот. Плюс использование этих апритур, значит, это они быстро сохнут. Вот. Они быстро сохнут и дают уже, ну сейчас это пусть подсохнет, я покажу на примере. Вот уже есть готовый. То есть такое дает глянцевое покрытие. Тоже все зависит от сорта кожи, от размеров бахтармы. На некоторых коже вообще полируется так, что не отличишь, где внешняя сторона, где внутренняя. Вот. На других, допустим, все-таки будет видно такая рыхловатость, к примеру. Вот. То же самое, внутренняя сторона будет по-разному окрашена в зависимости от использованной химии, потому что вот берется там разными пятнами. Вот. Но главное, что получается все гладко, красиво и блестяще. Эта сторона, к примеру, будет внутри у нас. Сейчас как на кошельке покажу. Допустим, та, что более равномерно окрашена, вот эта часть, ее стоит пускать вот сюда вот. Та, что потемнее, будет зашиваться внизу, там, где ее особо никто не увидит. А вот эффект от апритуры, то есть более равномерный такой окрас получается у нее, без пятен, тоже все так блестяще, красиво. Немножко дал полежать заготовки, чуть-чуть подсохнуть, чтобы финиш закрепил это все. Вот, как мы видим, получается вот такой вот эффект. Вот. Блеск. Эта сторона теперь гладкая. Ну, единственное, что говорю, вот эти вот такие участки, неравномерность цвета, это из-за использования финишного покрытия. То есть оно по-разному реагирует на кожу, взаимодействие с самим клеем. То есть это особенность вот именно Кендаглосс, потому что он на растворителе, и получается вся химия, которая у нас есть на коже, она так или иначе взаимодействует с этим растворителем. Получается такой вот эффект. Но главное, что создается такая блестящая пленочка, такое покрытие, которое будет выполнять свою задачу. То есть здесь уже деньгам не за что будет зацепляться. И тут на ощупь такое шелковистость такая будет, очень приятно. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. И спасибо за просмотр.